смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Попробуем совместно с вами разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Одессы и Николаева, то есть весь Причерноморский регион. Перед вами карта Причерноморского региона. По городу Одесса я записывал видео подобно 2 недели назад. В ссылке наверху появится, можете посмотреть. Сегодня говорим о городе Николаеве. Итак, у нас видим, расскажу, как пользоваться информацией, которая вот здесь у нас есть в легенде карты. Ну, начнем с населения. Население довоенное почти 500 тысяч, 486 тысяч. Друзья, я думаю, что сейчас в Николаеве живет не больше 200 тысяч. Ну, если не прав, кто меня смотрит с города Николаева, напишите. Точно сколько живет людей в Николаеве, наверное, никто не знает. Следующие параметры – это количество предложений на рынке жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок. Нами было зафиксировано мною компанией Olymp Consulting с помощью программного обеспечения Olymp News, которая собирает, в общем-то, или мониторит, правильно так назвать, все интернет-порталы и площадки, которые публикуют продажи квартир и просто недвижимости, в том числе и коммерческой. Итак, здесь мы говорим только о первичном и вторичном рынке. 8940 объектов жилой недвижимости было выставлено для продажи. Это первичный и вторичный рынок, что на 0,8, ну, до 1% можно округлить, меньше, чем это было у нас в январе месяце. Друзья, ну это связано банально с тем, что нет электричества в розетке, помните, да? Соответственно, нет доступа к интернету, и я так предполагаю, что многие люди просто не с той активностью выставляют для продажи недвижимости, которую они делали до обстрелов, которые начались у нас, если мне память не изменяет, где-то декабрь активно выносилась энергетика, да, в Причерноморском регионе, январь и, по-моему, там до середины февраля. Ну, в марте, может, ситуация поменяется. Но пока мы видим, что по предложениям рынок недвижимости показывает снижение активности. Социальное жилье, друзья, буду говорить только в процентном соотношении. Снизилось, как, собственно говоря, и снижается уже на протяжении ну, многих-многих лет войны. Рынок недвижимости себя ведет достаточно адекватно в городе Николаеве, в отличие от города Одессы. Итак, мы видим минус 0,21% снижение социальное жилье. Эконом-комфорт бизнес-класс – это также вторичный рынок, друзья. Снижение также, что, собственно говоря, закономерно, на 0,16%. А вот первичный рынок квартиры эконом-класс впервые, ну я не знаю, наверное, за полгода я там посмотрел, может быть, чуть больше, показали нам динамику роста на 0,47%. Вот я не представляю, что в городе Николаеве что-то вообще строилось. Извините уж меня, друзья, которые из города Николаева. Поэтому, скорее всего, это недостроенные объекты жилой недвижимости, которые в силу того, что меняется курс доллара по отношению к гривне или по-простому гривна обесценивается. Ну, помните, да, что уже 43 за 1 доллар, это 43, запятая, там сейчас даже посмотрю, где-то у меня выписано, 2,08, то есть ну, достаточно сильно девальвирует национальная денежная единица. Возможно, с этим связано рост на первичном рынке, и скорее всего с этим. Почему? Потому что первичный рынок – это всегда гривна. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также подорожал на 0,31%. Итак, друзья, подводим итоги 2 месяцев 2026 года по целому региону Причерноморскому. Видим город Одесса, быстро пройдемся на примере класс социальное жилье. Да, мне кто-то там написал недавно с города Харькова, ну, женщина, судя по всему. Ну, вот я люблю таких, правда, люди, у которых есть чувство юмора, мне всегда они нравятся. Написала, говорит, Андрей, ну, хороший материал, но, говорит, вы с такой кислой мордой рассказываете обо всем этом.
что говорит это самое, просто невыносимо смотреть. Друзья, ну вот видите, все люди, в общем-то, очень сильно разные. Кому-то не нравится вообще смотреть статистику. Почему? Потому что там только цифры. Кто-то хотел смотреть статистические данные, чтобы я еще при этом приплясывал, возможно, играл на гитаре. Ну, тоже, наверное, прикольно, да? То есть вот сколько людей, столько и мнений. Ну, почему я это вспомнил? Решил просто вас развеселить, да, вот. И такие люди мне тоже пишут. Очень приятно, да. Итак, Одесса, значит, социальное жилье 734 доллара за квадратный метр. И в сравнении с январем месяцем мы видим снижение минус 0,14%. Друзья, город Одесса на протяжении января и февраля месяца наконец-то начала показывать динамику снижения. Почему говорю наконец-то? Потому что это было неестественное поведение рынка на всего 2025 года, когда он показывал динамику роста. При всем при этом, как бы, ну, дальше будем говорить о прогнозах, я затрону эту тему, пока зафиксировали, что снижение минус 0,14%. Город Николаев 479 долларов за квадратный метр социальное жилье. За месяц снижение также минус 0,21%. Ну и средняя стоимость, средняя рыночная стоимость квадратного метра по целому региону. Город Херсон не присутствует здесь, видите, данных нет. 607 долларов за квадратный метр, что показало незначительную динамику снижения, минус 0,16%. Друзья, переходим к городу Николаеву. По городу Одесса я уже записывал подобное видео. На примере класс социальное жилье рассмотрим краткосрочные процессы длиной в 1 месяц. Что бросается в глаза? Видим карту города Николаева в разрезе, еще раз, административных районов. Видим, что наибольше всего подешевела недвижимость за период 1 месяц. Это у нас январь с февралем мы сравниваем. В Корабельном районе минус 0,22%. Ну и меньше всего подешевела недвижимость в Центральном районе минус 0,20%. Переходим к следующему слайду, друзья. Здесь мы будем говорить о том, что произошло с рынком жилой недвижимости города Николаева на протяжении всех 4 лет войны. То есть это уникальный контент, друзья. Ну, можете помониторить, но вы не найдете ничего подобного на просторах, так сказать, интернета. Данный контент появился благодаря вам. Еще раз повторюсь, вы мне просили показать, что же произошло с начала войны с недвижимостью. И на примере рынка жилой недвижимости, самого большого класса, класс социальное жилье, давайте рассмотрим динамику, в данном случае снижения стоимости. Итак, поквартальный отчет, это у нас март 2022 год. Напомню, что война началась в феврале 2022 года, а точнее 24 февраля. В марте 577 долларов за квадратный метр данного класса жилья, это социальное жилье. Ну и на протяжении практически всех 4 лет мы видим динамику снижения, медленное, уверенное снижение. Напомню вам, друзья, что Николаевская область частично находится под контролем Российской Федерации. Это Кимбурская коса. Я когда-то очень давно, кажется, в прошлой жизни, ну, так иносказательно начинаю говорить, потому что действительно я посчитал на протяжении всей своей жизни, а мне вот сейчас 60 плюс, да, там скоро 61 год будет, я жил достаточно в многих советских республиках, а точнее, если считать по городам, я жил в 9 городах. Подумайте только, это в среднем где-то порядка 6 лет в том или ином городе я жил и потом перемещался в другое место. То есть, ну, вот такая география перемещения. Я почему это вспомнил? Потому что часть определенную своей жизни я жил в городе Очакове и, естественно, очень хорошо знаю Николаевскую область. А Николаевская область – это и Кимбурская коса, которая сейчас находится под контролем Российской Федерации. Итак, друзья, смотрим, что за весь период войны недвижимость подешевела. Вот здесь внизу посчитал за нас этот Excel. Видим, что снижение на 16,98%, то есть это смело 17% подешевела недвижимость. В 2022 году в марте это было 577 долларов,
И в феврале 2026 года это $479 за квадратный метр. Дальше, друзья, рассматриваем, что произошло на вторичном рынке. Это у нас класс эконом, комфорт, бизнес. Снижение минус 0,16%. Можете посмотреть, как изменилась стоимость или меняется стоимость в зависимости от административного района. И также в данном случае снижение в процентном соотношении в зависимости от локации недвижимости или в зависимости от административного района города Николаев. А следующий слайд посвящен первичному рынку, класс эконом. Здесь мы видим рост 0,47% за месяц. Также можете обратить внимание о стоимости средней квадратного метра и в разрезе административных районов. Ну, здесь она практически одинаковая. Я так понимаю, что там уже ничего не строится в Николаеве, да, и люди продают за то, что ли купят, да, наверное, правильно я сформулировал или нет. И продают за то, что, за те деньги, за которые у них купят. Извините, вот так правильно, наверное, будет. Но динамика незначительного роста за месяц, вы ее видите, можете прочитать. А следующий слайд – это первичный рынок, комфорт, бизнес-класс. Рост плюс 0,31% за месяц. Причем, друзья, на протяжении года мы видели снижение стоимости квадратного метра даже на первичном рынке. Сейчас вы видели динамику роста. С чем это связано, не могу сказать. Это всего лишь колебательные процессы. Итак, мы видим, что рост на первичном рынке присутствует как в эконом-классе, так и в бизнесе, и в